Всем привет! Все мы любим уникальные вещи. А как насчет того, чтобы сделать такую вещь своими руками? Если такой формат вам зайдет, то это видео будет первое в серии DIY, в которой мы будем воплощать в жизнь свои безумные идеи. Итак, сегодня мы будем делать из обычной игровой клавиатуры тактическую. И для этого я взял Epigear Defend. Она идеально подходит для нашего случая. Главная ее особенность – это нейтральная белая подсветка и сменные свечи. Их можно снять с пластины, к которой они крепятся, и покрасить, не боясь угробить краской переключатели. Но снять саму пластину все равно придется, чтобы не закрасить еще и контакты. И такая разборка сразу лишает вас гарантии. Пару слов о самой Defend. Это механика со стандартной раскладкой, переназначаемыми кнопками, софтом и сменными переключателями фирменной разработки Epigear. В моем случае это аналог синих Cherry MX. Но чтобы никто не подумал, что это клон, они фиолетовые. Сразу предупрежу, что я никого не призываю повторять за мной. Захотите повторить, знайте, что это вы делаете на свой страх и риск, поскольку лишитесь гарантии. Кроме того, есть шанс повредить свечи, клавиатуру и вообще получить совсем не то, что хотелось. Так что не повторяйте за мной. Поехали. Первым делом фоткаем клавиатуру, чтобы запомнить ее такой, какая она была. Ну и чтобы не было потом вопросов, где какой колпачок должен находиться. Теперь снимаем все колпачки и все свечи. В комплекте есть специальный двухсторонний пинцет, который, забегая наперед, был в шоке от такого объема работы и надломился. Еще нужно быть осторожнее с клавишами, у которых есть механизмы усиления. Переключатели имеют специальные защелки, и нужно попасть именно по ним. После этого разбираем клавиатуру и отделяем саму пластину. Для покраски я взял 3 баллончика с матовой тактической краской фирмы Fosco, которую часто используют страйкболисты и моделисты. Специальные трафареты я не достал, поэтому буду использовать подручные средства и плотную клейкую бумагу, на которую я предварительно распечатал камуфляжный узор и сделал выкройки. Так как клавиатура новая и родная краска на ней хорошо держится, я не стал ее сдирать, а просто обезжирил. Единственный момент, который я не учел, это большая резиновая вставка кислотного цвета у основания провода. Она не сильно будет сочетаться с будущим камуфляжем, поэтому ее придется тоже перекрасить. Для того, чтобы краска хоть как-то держалась на резине, я взял специальную грунтовку для пластиковых деталей. Это не лучший вариант, но хотя бы хоть что-то. Еще один момент связан с самим напылением. Чтобы не было потеков, краску нужно наносить мелкими порциями и тонкими слоями на расстоянии 25 см. Основному слою нужно дать достаточно времени, чтобы он просох. Если краска не липнет к рукам, это не значит, что она хорошо схватилась и не отлипнет вместе с трафаретами. Когда первый слой высох, клеим трафареты, наносим второй слой и в процессе следим за тем, чтобы их не сдуло спреем краски. После этого повторяем процедуру еще раз. Даем высохнуть краски, клеим следующие трафареты и наносим третий цвет. По желанию можно закрасить и некоторые колпачки. Их тоже обезжириваем, наносим грунтовку для пластика, даем высохнуть и после этого красим. Но если хочется, чтобы символы продолжали светиться, с них нужно будет удалить краску. Но вряд ли это добавит эстетики. Когда все готово, собираем клавиатуру, проверяем, чтобы все работало и любуемся. Кстати, подсветка одной из клавиш у меня не работает, но пересмотрев видео, я увидел, что она не работала с самого начала, так что я ни при чем. Вот такая уникальная штуковина у меня получилась. Такой окрас однозначно придает плюс 100 к эпичности, но вряд ли улучшит ваш скилл. Сначала я хотел оставить ее себе, но это все-таки первое видео, надеюсь, целой серии, поэтому я ее разыграю. Условия простые. Нужно быть подписчиком нашего канала, проживать в Украине, поставить лайк этому видео и оставить комментарий. И на следующей неделе мы выберем победителя. Но не забудьте открыть подписки, чтобы мы могли проверить. Подписывайтесь, ставьте лайк и предлагайте свои идеи для следующих видео DIY.